Ребята, всем привет! Мы на моем канале HPPD. И сегодня у нас будет тур по Турции. Это город Стамбул. Я вам покажу фотографии, видео, как я путешествую. И за кадром я буду говорить, что изображено на фотографиях и что на видео. Думаю, будет интересно. У меня есть 2 страны еще. Я расскажу потом. Следующие страны. Сегодня у нас будет Турция, город Стамбул. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Начнем. И вот первая ночная фотография. Это я вышел из отеля и сразу начал фотографировать и снимать видео. Эти фотографии уже обработаны в RAW, и будет просто срочная картинка. Красивая. Кое-что я редактировал, чтобы все освещение более-менее были, вывески видны все. Вторая фотография. Это улица Стамбула. Это центр. Здесь написано Рамазан, Берекетия. Может, я неправильно что-то прочитал. Смотрите, как красиво. Эти башни с двух сторон. И на них синяя подсветка. И белая на самом здании. Это трамвай. Трамвайное депо. Это сам трамвай едет в депо. Это тот же самый трамвай, только уже фотография перед видео сделанная. Это самый центр, все бутики и кафе есть на этой улице. Это тоже улица, такси прикольное освещение. Зеленые эти деревья, подсвеченные зеленым цветом, выглядит красиво. Это отель Софитель, это сеть Софитель, выглядит красиво. Надеюсь, как и все остальные Софители в разных городах, странах. Я заметил человека в окне. Это прикольно выглядит. Это улицы, типа, наверное, для обычных людей. Смотрите, как много кондиционеров и рекламы слева и справа. Мусорный бак присутствует, граффити и одна белая машина слева. Это я уже начал фотографировать котика. Вот еще котик. Это этот же котик. Только фотография уже получилась лучше и красивая такая. Это заброшка. Смотрите, как она заросла деревом. Я не знаю, как называть это дерево. Пишите в комментарии. Которое растет на домах. И, видимо, как-то типа кто-то садит эти деревья, чтобы росли они на домах. Либо они как-то сами растут. Плодиться начинают. Это тоже хорошая фотография. Смотрите, слева самокат, огонек синий и заброшка. И справа лестница, подсвечивается желтыми огнями и белой лампой. Котик слева, внизу самокат. Хорошая картина. Вот это вообще крутая. На котика светят фары от машины. И еще сам асфальт мокрый. Эта картина мне очень нравится. Неоновые огни там вдалеке. Граффити, кстати, замазанные есть вроде бы. Слева на желтой стене тоже неоновые вывески. Люди. Много огней. Мокрый асфальт. Все выглядит красиво. Главная улица с флагами Турции. А вот синие флаги, непонятно, что там написано. И еще на белых флагах какие-то люди, видимо, это президенты или кандидаты в будущее, может быть.
на президентство. Пошли уже дневные фотографии. Я отоспался в отеле. Отель был очень холодный. Это был месяц апрель. Все еще в куртках ходят. Вот и та башня, где там Рамазан проходится. И в ночной фотографии были синие эти башни с белой подсветкой. Вот котики. Еще котиков будет много, потому что я их люблю. Фотографии получаются иногда красивыми с котиками. Здесь вы играли это называется там Stray игра, очень прикольная. Играешь за котика в этой игре. Тоже машины стоят, закрытые ночные клубы, рестораны, кафе. 12 дня. А вот кофейни открыты. Следующая фотография еще. Два котика. Слева белый и желто-коричневый, серый. И справа что-то там делает машина. Ну вот на кране там вроде чел стоит и что-то делает. Это дорога в центре. И еще видите на деревьях что-то повешено. Зеленое, красное, синее. И еще там храм или с этими башнями. Еще одна заброшка. Не понимаю, почему они не хотят сделать закон, чтобы эти заброшки стали нормальным зданием. Еще котик боится меня. Это жаль. Но вообще инстинкт самосохранения у него. Следующая фотка. Улица Стамбула. Но это уже не туристическая. Тут узкие улицы, пробки. Котик с песком. И на фоне решетка в подвал. Вот такие вот по узким улицам умещаются машины. По ним тоже ездят. Вот это что? Сейчас приближу. Все на турецком. Вообще написано The First Armenian Evangelical церковь всемирная. Армянская всемирная церковь, кажется. Деревья. И на фоне, на заднем плане там башня. На ней птица. И граммофоны. Это стадион городской в центре города. На само видео попали соринки и пылинки, поэтому я сделал все, чтобы не было мусоринок, но я был не подготовлен. Видео, но на фотографиях я все убрал. Это проще сделать на фотографиях, чем на видео. Смотрите, в центре флаг Турция, вообще вдалеке. Будет очень много турецких флагов. Они патриоты своей страны. Вот это интересный переключатель светофора для пешеходов. Вот так он говорит. Следующее тоже турецкие флаги. Ну, это кафешка. Я зашел в кафешку слева, там попил кофе. Персонал был очень хороший. Вывеска, если что, вот эта белая слева, типа как лошадь. Само кафе внутри. Есть второй этаж, оформление красивое. Далее я вышел из кафе и пошел дальше по улице. Это я не знаю, что за здание, ничего не написано. Возможно, это мэрия, но я не уверен. Граффити справа, рядом с этим зданием. Но и граффити тут прикольное. Еще башня, другая, каменная. Дом котика. Cat Fakes, вроде как так называется. Там у него кормик. Ему сделали домик. Котики там живут. Фотография ближе. Он там спит. Коробки для ресторана. Наверное, от пиццы. Вот это тоже сделанный домик для котиков. Может, это для птичек. Там уже так грязно стало. Никто не убирается. Биткоины. Монетки эфириум. Они не настоящие. Это сувениры. Реклама прикольная. Мусорных баков. Котик. Смазанный. Еще красивые котики смотрят. На меня, наверное, смотрят.
Пробирается в домик, хочет. Видите, там черная дверь, и он царапается, просится. Так это котик в центре смешно смотрит. Вот это я уже зашел в музей. Фотографии нечеткие. Не понимаю, почему нечеткие. Получились. Наверное, тряслись руки. Я сделал все, чтобы картинка была четче на постобработке. Такие необычные формы, картины экспонатов. Это музей был бесплатным для входа. Вроде музей древесины и непонятно чего там еще. Это сам музей выглядит снаружи. Граффити на доме. Очень много граффити на одном доме. Но приглянулось только граффити в виде руки с сердцем. И внизу что-то там необычное желтое граффити. Море. Я сейчас на мосту. Нет, это не море. Это, блин, как же называется? Залив. Либо река. Много яхт плавает. И также флаги. Там вдалеке дома большие. Еще одно судно. Храм. А это уже с другой стороны река. Это что-то тоже храм. Выглядит как храм. Красивый. Белое золото и серая крыша. Темные стекла. Это я уже поехал на автобусе до следующей точки. Буду забираться на гору. Вот мы и приехали. И сейчас будем подниматься на вот этих, ну, назовем это эскалатор, я не помню, как это называется. Подъемник, да. Это подъемник. Вот как я быстро вспомнил. Это здесь могилы. Сейчас я уже купил билетик на него, на подъемник. И поднимаюсь на гору. Такие сопровождают красивые деревья. Внизу могилки. Ой, вид красивый. Уже приехали. Снова пью кофе в кафе. Бежит котик внизу. Сидят в куртках. Не так жарко, как хотелось бы. Вот это уже не готовят лепеху. Покушать готовят. Мне уже подают нарезанное, и я перекусил вот этим блюдом, блинчиком с яйцом. Далее я пошел вниз, без подъемника, улица могил, котики там гуляют, очень много котиков в Стамбуле. Черный котик
перебежал мне дорожку. Можно попить прямо на улице бесплатно. Все указатели на людей, наверное, которые там захоронены. Еще котик. Эта девочка гладила его. Вот это тоже шикарная фотография с ним. Очень нравится эта фотография, как я сделал. Еще котики. Какие же они милые. Это мраморная площадь. Слева фонтан. Сам фонтан. Еще храм стамбульский. Все, здесь я уже потопал на трамвай. Фотографирую виды. Уже на нем. Видно то, что я фотографирую в стекле. Виды, пока мы едем на нем. Здесь я уже приехал. Еще один храм. Я поехал на метро в Стамбуле к отелю забрать свой чемодан. Там вообще жесть. Там надо платить каждый раз. Ну, то есть, если есть пересечение в метро, ты проехал, на этом пересечении перешел, и тебе снова надо платить за метро. Шикарная система. Мне она не нравится. Думаю, проще на машине ездить в Турции. Такой закат уже начинает на город. Здесь я долго искал метро в аэропорт. Есть отдельное метро. Очень долго искал на гугловской карте. Это было найти сложно. Думаю, есть не одни истории, как у меня, что я искал. Это вход в метро. Уже были попытки, может быть, вызвать такси. Но каким-то чудом все улицу обходил и нашли этот вход. Вот тут красиво. Токио, там все разные города. Вот такая планетка со звездочками. Выглядит красиво. Оформление. Здесь я уже остановился. На метро вход в аэропорт. Метро шикарное, красиво. Это уже другой храм. Что-то написано. Хос Джелден он Би Эйн Султан. Ну, короче, Хос Джелден он Би Эйн Султан. Есть такие дорожки в аэропорт. Такие красивые деревья. Реклама. И вывеска. Ой, не вывеска, а оформление тоже хорошее. В этот аэропорт вечером. Много огней, самолетики, месяцы справа, неоновые, звездочки. Барабаны. Все, кажется, это последняя фотография. И следующая остановка — это Болгария. Кынчилбряг. Всем спасибо, что посмотрели. Не забудьте поставить лайк, подписаться и жмякнуть на колокольчик. Спасибо за просмотр и спасибо, что посмотрели до конца.